Друзья, всем привет! Вы на моем канале Дмитрий Лелюхин и, соответственно, на моем автомобиле Geely Coolray, о котором идет речь на канале, которым я являюсь владельцем, пришло время делать ТО. Я приехал, как обычно, в АСЦ Дубровка, припарковался, где было свободное место. На моем автомобиле уже 49 966 километров пробега и подошло ТО 5. ТО должно быть не такое дорогое. И самое главное, то что на данном пробеге у меня стукнуло 3 года владения данным автомобилем. Есть у меня вопросы по катализатору, горит Check Engine, соответственно будем задавать вопросы по гарантии, потому что осталась гарантия 7 дней всего лишь. Ну и конечно же в этом видео я хочу сделать чистку дроссельной заслонки, потому что давненько... Потому что, мне кажется, по времени уже пора ее делать. Соответственно, магнитолу у меня гарантия уже заканчивается. На нее 3 года. Магнитола, в принципе, у меня оказалась без брака. Никаких проблем я не смог выявить на ней. И, соответственно, я смог прошиться и поставить прошивку от GM Cast. Вот так она сейчас выглядит. У нее будет дополнительное обновление, которым изменится дизайн. А тут я хочу вам показать моточасы. И за последнее ТО вы можете увидеть как раз сколько автомобиль проехал по моточасам с предыдущего ТО. Ну, где-то я проехал как раз в районе 9400 километров пробега. И масло я буду заливать на новиночку. Как вы все помните, я раньше лил ликвимоле. Проехал я на нем 40 тысяч километров пробега. Обычное масло, но, в принципе, никаких проблем не было. Но теперь я хочу перейти на масло Extreme от компании Vinol. Допуски самые современные, самые новые. API-SP, ASEA C6. И самое главное, есть вольвовский допуск. Volvo RBS 2AE. Он также присутствует. Ну и по вязкости вы можете видеть, что по составу данного масла подходит и под 0, и 5W20. Очень хорошее масло, зальем, и, конечно же, более детально я вам расскажу, как будет чувствовать себя двигатель на данном масле. Делаем ТО, ну и, соответственно, по возможности буду вам показывать все возможное, что смогу заснять. Ну, идем, друзья.
Итак, друзья, аннулил я счетчик моточасов, и действительно уже пройдено новое ТО на пробеге 49 966. Честно говоря, по катализатору ошибки у меня так и не выскочило пока что, поэтому буду ехать дальше, пока еще есть небольшой запас гарантии. ТОшка мне обошлась со своим маслом. Масло Extreme вы можете приобрести на официальном сайте, и стоит оно не особо дорого. Мне комплект вышел там в районе 6500. И сейчас, друзья, показывает цена без масла за ТО-5. 11 231 рубль с чисткой дроссельной заслонкой у меня. Поэтому прибавляем еще стоимость к этой стоимости 6500, и получается где-то в районе там, ну, максимум 18 тысяч. Дроссельная заслонка, честно говоря, никто не знал. Впервые в АСЦ Дубровка занимались данной манипуляцией. Как мы выявили, дроссельная заслонка была чистая. Езжу я в таком экономичном, экологичном стиле вождения, не особо не гоняю. И она действительно была очень даже весьма чистая. Хотя многие даже чистили дроссельную заслонку на пробеге 50 тысяч и видели, что она уже очень сильно засорялась. И самый неприятный момент был то, что дроссельная заслонка находится в таком неудобном месте и расположена внизу. И чтобы к ней подлезть, приходится подлезать к ней снизу, чтобы ее снять и прочистить, как сам узел при разборке. Поэтому, друзья, надеюсь, этот ролик был для вас полезен. Не забудьте подписаться на канал. Всех приглашаю в свой телеграм-чат владельцев Geely Coolray, в котором мы друг другу подсказываем советами и помощью. Вновь я приехал на АСЦ Дубровка, на дилерское обслуживание по гарантии. И сейчас мне должны вроде как обновить приборную панель и исправить те косяки, которыми я езжу уже 3 года. Соответственно, выключаем двигатель, кладем ключ сюда и пытаемся ключ с мягким знаком. Так, запускаем двигатель. Тормоз. Пытаемся это все завести. И, соответственно, лимитер скорости пытаемся включить 44. Раз. 42, 43, 45. Ну и несколько цифр, как и 78, у меня отсутствует. То есть где-то 4 цифр у меня вообще не хватает до 150 лимитра. Соответственно, попробуем перепрошить и посмотрим, как все будет. Также, друзья, хотел сказать спасибо огромное ребятам из слесарного отдела, которые обслуживали мой автомобиль на ТО. И действительно, ребята справились со своей работой превосходно. И даже учитывая, что они потратили очень много на чистку дроссельной заслонки времени, они все равно сделали прекрасно свою работу. И поэтому очень хочу их поблагодарить в данном видеоролике, а также весь персонал АСЦ Дубровка. Считаю, для меня это один из лучших сервисов по Москве. И, конечно же, небольшой отзыв по поводу масла Extreme. Я проехал на автомобиле вот дальше с чеком. Я все езжу и пытаюсь добиться замены по катализатору. И могу сказать, что по сравнению с Liqui-Moly работает двигатель тише. Ну и, собственно, вибраций, в принципе, что на том и на этом масле у меня нету. Поэтому более честный и независимый такой тест этого масла я думаю провести, когда буду делать замеры топливной экономичности своего автомобиля. Конечно же, если я его не продам, потому что если катализаторы мне не поменяют, то, скорее всего, придется судиться и что-нибудь делать с Geely. Потому что машина снимается с гарантии. Ну, иметь машину 2020 года с небольшим риском попасть на брак двигателя не особо хочется эксплуатировать такой автомобиль. И, ну и, собственно, по маслу, когда я разберусь с этим проблемой, сделаю замеры топливной экономичности, и тогда уже буду дополнять свой более детальный отзыв по маслу Extreme. Пока меня все очень устраивает. Ну, друзья, а давайте теперь перенесемся в слесарный цех и посмотрим, что у нас получится добиться с этой приборной панелью. Нахожусь в машине, пробуем 3-й раз прошивать приборную панель. На этот раз режим сигнализации я перевел в сервисный. И теперь пытаемся прошить приборную панель. Если ничего не выйдет, я уже забью.
И уже, может быть, буду готовиться к суду с Джили. Так как мы до сих пор согласовываем замену катализаторов по гарантии. В общем, все не очень радужно пока что. Джили ищет все возможные моменты, чтобы отказать в гарантии. Вот так приходят автомобили из Китая. Транспортировочные документация и новый спойлер. Спойлер, конечно, намного лучше, чем из первых партий. Мы видим полностью прорези по сравнению с предыдущим первой ревизией. Ну и верхняя часть полностью карбонового. Очень интересно сделано. И что самое удивительное, Made in Belarus. И вот вопрос, покраска белорусская или все-таки это комплектная поставка из комплектов? Итак, друзья, ну все, приборка у нас не прошилась. Как узнал я позже, что прошивка это от 2020 года. Соответственно, все косяки перевода и отсутствие цифр не исправляет, потому что раньше я, оказывается, ее делал, эту прошивку, но я не знал, что я думал, что это уже более свежая, более новая. Но Джили не выпускала новых прошивок для клиентов, которые уже купили свои автомобили в 2020 году. Также мы с ребятами из сервиса протестировали, проверили ступицу. У меня небольшой гул идет спереди в автомобиле. Я думал, что ступчатые подшипники, но мы проверили, все нормально. У меня он обычно проявляется со скоростью 75 и выше. Поэтому отдельное огромное спасибо ребятам из АСЦ Дубровка, всему слесарному отделу и гарантийному. Особенности Денису Чеботку за то, что он так меня терпит, меня как дотошного клиента, и очень помогает решить все вопросы по моему автомобилю и, конечно же, показывая превосходный уровень сервиса. Заканчиваю на этой ноте я свой ролик. Двоякие у меня ситуация. С одной стороны, есть отличные люди, есть отличный сервис, есть хороший автомобиль Geely Coolray, но, к сожалению, вот ситуация с катализаторами меня немножко убивает. И если мы их вырезаем, мы лишаемся гарантии на двигатель, соответственно, и коробку. Но вырезать я их не хочу. Гарантия у меня еще действовала на момент обращения. Но нужно что-то мне думать. Но Geely, к сожалению, очень сильно любит отказывать владельцам в гарантии. Вы знаете, что будет дальше. Я, честно говоря, пока не очень. Поэтому, друзья, желаю вам удачи в эксплуатации ваших автомобилей, здоровья и всего доброго. Пока, друзья.